Всем привет, кто заглянул в это видео, и мы начинаем серию по выживанию в городе фей. Это челлендж из грязи в князи, и у нас это будет, скорее всего, последняя серия. Я так предполагаю, что мы на пути к выполнению жизненной цели и, соответственно, цели челленджа. Нам осталось заработать всего 120 тысяч и накопить 50. Правда, в запасе у нас сейчас ничего нет, потому что я все потратила, и сейчас покажу на что. Первое, я немножко преобразила магазинчик. Я сделала красивую входную группу, чтобы клиенты сразу видели наш магазин, им было приятно сюда приходить. Посадила здесь побольше цветов, поставила вот крышу, чтобы, знаете, закрыть скульптуры от дождя, потому что скоро осень. А денег у меня нет, потому что вот я все деньги потратила на строительство дома для Доминика. В стройке я использовала все, что пришло с дополнением волшебство природы, перила, обои, полы, все-все-все из этого дополнения. Внутри домик совсем пустой, на мебель не хватило денег, и, как я говорила в начале челленджа, изначально всю мебель в дом Доминик делает своими руками. Получается, у нас вот было зеркало, я его сюда перенесла, ванну вот тоже перенесла, его маленький холодильничек, единственный здесь на кухне, да, и гриль, ну и столик его со стульчиком. Также это была моя мечта, я сделала террасу, чтобы чтобы он у меня сидел за этим столом, завтракал и любовался прекрасным рассветом, ну или идеальным закатом за ужином. Я не могу, это очень красиво. А сейчас мы будем с вами открывать наш малый бизнес. Кстати, вы мне советовали сделать все-таки почасовую оплату. Я так и сделала, потому что действительно персонажи приходят, практически целый день у нас здесь играют, слушают лекции, но платят только минимальную сумму за вход. Поэтому я поменяла и сделала им почасовую оплату. И еще вы мне тоже подсказали, у меня здесь есть бонус мастерства, оказывается, он пришел с любимым делом. Я почему-то думала, что это с волшебством природы, и вот из-за этого бонуса у Доминика медленно снижаются потребности. Поэтому я ему купила зелье, хочу убрать этот бонус, потому что для меня это как-то нереалистично. Поэтому вот, бонус в потоке, я его хочу убрать. А что, все, мы его уже, получается, убрали. И пока Доминик там ходил любоваться красивым цветком, у нас уже пришло много покупателей. И я хочу сказать, что я заселила пару симпатичных девчонок в этот город. Поэтому кто первый заглянет к нам в магазин или кто первый понравится Доминику, то мы с ней будем строить отношения. Все-таки он у нас уже, знаете, здесь освоился, привык. Плюс у него уже через 8 дней будет день рождения, он станет взрослым. И получается как? Мы уже построили дом, дерево на участке у нас есть, бизнес у нас работает, приносит хороший доход. Плюс Доминик, знаете, наконец-то у него наступила такая внутренняя гармония. Он понял, что все, больше его в апокалипсис не заберут, навряд ли его будет кто-то искать, уже прошло много времени, поэтому он начал задумываться об отношениях. Рабочий день у нас завершен, я вам сейчас выведу результаты, и получается за день мы зарабатываем, вернее даже за полдня, мы зарабатываем около 7 тысяч, и нам уже нет таких каких-то сложностей зарабатывать деньги, для нас это теперь не проблема, поэтому он, знаете, он особо сильно не напрягается. Если раньше он работал в магазине сутками, у нас даже были ночные распродажи, то сейчас вот он полдня делает скульптуры, потом на полдня открывает бизнес. А после вот он еще успевает заехать в бар, знаете, перекусить, пообщаться, может быть, с кем-то познакомиться, ну и, конечно же, привлечь новых клиентов. Вот, видите, он сам пошел с кем-то там пообщаться. А я ее вижу. Вон одна из девочек, которую я заселила. Пойдем, Доминик. Вот, смотрите, какая красотка. Как вам?
Скажи привет. Я ее делала не сама, я ее скачала из галереи и немножко ей подправила внешность, прическу, одежду другую выбрала. А Доминик ей вроде бы понравился, да? Так, что вы тут все ходите, не даете мне девочку показать? И мне нравится у нее внешность. Надеюсь, будешь заходить к нам почаще. Заходи к нам в магазин. Доминик там выставляет каждый раз новые скульптуры. Приходи, мы даже тебе сделаем какой-нибудь подарочек. В общем, пообщаемся с этой девочкой. У нас уже вечер, и, как я и мечтала, Доминик закончил еще один свой рабочий день и ужинает на своей прекрасной террасе. У нас уже вечер, поздно. Доминик! Ой, вот у нас тут зажглись лампочки, там уже лимоны созрели, поэтому сейчас мы их соберем и уже отправимся спать. И хочу вам еще показать, я тут двигала наш сад, чтобы сделать дорожку, и сдвигала чуть-чуть растения, и потом в какой-то момент обнаружила, смотрите, сколько у меня здесь насыпано семян. Я не знаю, откуда они, вероятно, всего появлялись вот эти вот новые гномы, но я их даже не собираю, знаете, они здесь просто лежат. А за 2 дня мы накопили 13 тысяч, поэтому сейчас я думаю, что пора уже ему обустроить первую комнату, и я хочу начать со спальни, поэтому сейчас я попробую ее сделать и попозже к вам вернусь. Итак, я потратила деньги, сделала, правда, 2 комнаты, сделала как смогла, потому что я не строитель, и я, получается, сделала ему ванную комнату. Унитаз — это то, что он сделал сам, ванна — это тоже его рук дело, а все остальное мы заказали через доставку. Душ, раковина, столик — это все из дополнения волшебство природы. А вот всякая мелочь, мочалки, вантус, это пришлось взять из других дополнений, но вроде бы все сочетается. И еще раз скажу, я не строитель, поэтому как смогла, сильно не критикуйте. А спальня у нас получилась небольшая. Я сюда поставила двуспальную кровать. Также вот повесила украшения, которые Доминик сделал сам. А в качестве прикроватных тумбочек нашла в дополнение вот такие вот пенечки, поставила на них небольшие скульптурки. И сейчас Доминик первый раз будет спать на своей собственной большой кровати. Все, давай, спокойной ночи тебе, сладких снов. Палатку получается что? Я могу уже продать? И я сейчас сделаю вот у верхнего света автоматический режим, чтобы он ему не мешал спать. Останутся только у нас настенные светильнички. Так, и в ванной тоже так сделаю, и мне нравится. Мне очень нравится, когда вот такой приглушенный свет. Но прежде чем мы продолжим зарабатывать больше денег, нам нужно сделать еще скульптур, потому что вчера у нас все раскупили, и у него больше нет запасов. Поэтому мы сейчас с Домиником будем целый день делать скульптуры, а на следующий день уже откроем тогда магазин. А вон там опять к нам летит моя девочка. Какая-то она вся в белый горошек. Это что это? Что это с тобой? А ты к нам летишь, да? К нам? И я до этого не играла феями, особо с ними не общалась, но вот сейчас поняла, что мне не нравится. Мне не нравится, что даже чтобы сделать один шаг, они взлетают. Мне почему-то кажется, это, знаете, как будто лишнее время тратится. Но девочка нам понравилась, поэтому, несмотря на то, что она фея, это не испортит наше отношение к ней. И я тут подумала, что надо, наверное, Доминику будет прикупить еще какой-нибудь наряд, потому что, скорее всего, мы же ее пригласим на свидание, да? А у Доминика ничего приличного, кроме худи, нет. Поэтому, наверное, да, мы, наверное, сходим в магазинчик, прикупим ему костюмчик. И вот как раз наступило то утро, когда мы хотим пригласить девочку на свидание.
Но прежде чем отправиться на свидание, я заметила, что у Доминика появились усы, поэтому нам надо сначала побриться. И я ему купила новый костюм, поэтому сейчас я спешу 500 симолеонов, и вы его увидите уже нарядного, красивого на свидании. И, кстати, у моих вапики почему-то волосы не растут. Я сейчас это поняла, хотя настройки я не меняю. Надо посмотреть. Ну как вам наш парень? Он, конечно, старался. Он старался, потому что девочка ему нравится. Ой, а все сломалось, да. А у меня тут все сломалось. Давайте тогда начнем с того, что вместе перекусим. Нет, ты сам не ешь, вы вместе покушаете. Они сели далеко друг от друга. Он что у нас, пока стесняется? Я не пойму. Вот, пересел. Вы видели? Нам нужно как-то начать романтично общаться, но у меня Доминик неопытен во флирте, поэтому, скорее всего, он сначала будет, знаете, болтать о погоде, о своем магазине, про садоводство, про жизнь на природе. И вроде бы ей с нами не скучно, да? Вроде бы даже внимательно нас слушает. Они уже тут у меня покушали, послушали музычку, и чтобы улучшить общение и немножечко расслабиться, Доминик решил вот предложить Флоре, ее зовут Флора, решил ей предложить бокальчик вина. И он опять к ней пересел, видели? Сразу с бокальчиком стал, знаете, более уверенный в себе, более смелый. Тогда мы сейчас даже немножко пофлиртуем, да? Да, Доминик? Бокал виноградного сока придал ему смелости. Нет, не надо было пить вино, потому что ей это не понравилось. Я вот им сейчас поставила любоваться небом, а она просто стоит и не хочет садиться рядом с Домиником. Скорее всего, его, наверное, сразу, знаете, он быстро опьянел, потому что он же до этого не пил у нас вино, и, наверное, ей что-нибудь такое наговорил, или, может быть, засыпать начал. Поэтому вот она тоже, видите, она его оставила, сказала: извини, давай увидимся в другой раз. Если, конечно, этот другой раз будет. Поэтому вот он сидит один, девушка ушла. Я думаю, он больше не будет. Он у меня больше не будет пить вино. Пойдем тогда домой, откроем бизнес, может быть, хоть денег сегодня заработаем. С бизнесом у него дела обстоят лучше, чем с романтикой, но это и понятно, потому что он в подростковом возрасте сразу сбежал из апокалипсиса, и всю свою молодость, получается, он скрывался вот здесь, на этом участке. Он переживал, что его найдут и вернут в Глазбот, поэтому он особо никуда не ходил, ни с кем не знакомился, а все свое время тратил на скульптуры и на развитие своего бизнеса. Но сейчас, да, он успокоился, он внутренний, у него есть внутренняя гармония, поэтому он хочет как-то исправить эту ситуацию, тогда продолжим с ней общаться. И вы не поверите, кто к нам пришел? К нам пришла Флора. Мы ее не видели 2 дня. Она за это время нам ни разу не позвонила, ни разу не пролетела мимо нашего дома, не заходила к нам в магазин. А сейчас сама к нам пришла. И смотрите, у него появилось желание узнать ее лучше. Тогда что, станем с ней лучшими друзьями? А давайте подарим ей цветы. Доминик же много выращивает цветов, они у нас очень красивые. Вот, можно, смотрите, цветок шафрана. Мне кажется, ей должно понравиться, так как это достаточно редкий цветок. Доминик, ты обязательно расскажи, что это ты сам вырастил. Это не купленный цветочек, это из твоего сада, ты его сам поливал, подкармливал. Я думаю, ей будет приятно. Мы такие близкие друзья, что нам стоит поселиться вместе. Может, я перееду к вам? Я как-то, знаете,
Мы же даже еще не целовались, она уже к нам переезжает. Но, с другой стороны, да, Флора взяла все в свои руки. Ей, видимо, тоже понравился Доминик, но она поняла, что он еще очень долго будет настраиваться и решаться. А Доминику, в свою очередь, нравится Флора, поэтому почему бы и нет? Ой, подождите, у меня же есть правило, когда я могу заселить к себе девушку. Сейчас я пойду тогда посмотрю эти правила, секундочку. И я проверила, заселить в дом супруга можно, когда у нас снято испытание «Жизнь без удобств». Мы это сделали. На участке построен дом, Есть унитаз, кровать, душ, холодильник и плита или гриль. У нас это все есть. Поэтому да, мы можем согласиться на ее переезд. Ну все, нас теперь двое, да, нас теперь двое. Доминик почувствовал себя увереннее, и сейчас тогда они немного пофлиртуют, не будем им мешать. И вот Доминик теперь счастливый, довольный, что у него в доме с ним вместе живет девушка, которая ему нравится. Эмоции у него переполняют через край, поэтому он, чтобы хоть как-то, да, куда-то потратить свою энергию и эти эмоции, он делает скульптуры. А Флора, она увидела, что у нас в доме нет кухни, поэтому она поговорила с Домиником, и они решили, что она может купить все, что ей захочется. Доступ к своим счетам он ей предоставил, поэтому я сейчас пойду строить им кухню. Вот так у меня получилось. Девочка приехала в дом, да, и сразу обстановка здесь изменилась. Появилось много украшений каких-то, полочек, крючочков. Зеркало обязательно при входе, да, у нас поставили книжный шкаф, кресло. И вот тут получается у нас такая небольшая зона для отдыха. Здесь можно почитать, если придут гости, пообщаться с гостями, с друзьями. Ну, а самое главное, мы сделали кухню. Кухня у нас небольшая, только самое необходимое. И почему-то у меня пропало мусорное ведро. Ой, а вы видите? Или это только я вижу? Я двигаю мышкой, а тут пол двигается. А еще хочу сказать вам спасибо, что подсказали, как найти вот эти вот цветы. Я их очень хотела, они мне безумно нравятся. И я думаю, когда мы в Апике закроем карьеру флориста, я их там тоже посажу. И вот что я еще добавила. Я им купила 2 велосипеда. Хочу, чтобы они вместе катались, чтобы у них было общее занятие. И еще взяла беговую дорожку, потому что им нужно прокачивать спорт, и тогда они смогут наконец-то выезжать в другие регионы этого города. А Флора тут уже готовит первый ужин в этом доме. Доминик закрыл свой бизнес, но где-то нашел свои сосиски, которые он готовил 3 дня назад. Флора ему: ты чего? Я же готовлю вот свежий ужин. А он: да не переживай, я вообще все, что хочешь, съем. Я всеядный. Я много лет прожил на улице, поэтому я могу есть еду даже недельной давности. Поэтому, если тебе не хочется, ты можешь с готовкой не заморачиваться. И вот у нас ужин с прекрасным закатом. Здесь стоит скульптура, которую сделал Доминик, и они сейчас у меня пойдут спать. По планам у меня несколько дней делать скульптуры, потом открывать бизнес и их продавать. И вернусь я к вам уже, наверное, на его день рождения. Будем вместе праздновать. Вот в таком красивом месте начинается утро дня рождения Доминика. Они позавтракали и приехали с Флорой встретить здесь красивый рассвет. Да, купальный костюм ему нужно прикупить, я забыла. Но им не важно, они расслабляются. И, кстати, напишите, нужна ли вам эта парочка на скачку. Если нужна, то скажите, и я вам ее отдам.
А мои уже вернулись домой, и к нам тут пришли гости. Они взяли в аренду вот караоке, барный столик, наняли бармена, купили магнитофон, настольные игры. Надеюсь, сегодня здесь будет весело. А пока бармен делает напитки, гости развлекаются и играют. Напитки нам вроде приготовили, но бармен почему-то, знаете, их так долго готовил, что время вечеринки заканчивается, а мои еще так ничего и не выпили. Поэтому ждем наши коктейльчики. Успели мы выпить по одному коктейлю, но Доминику больше и не надо, потому что и с одним коктейлем он уже пошел петь. Поэтому мои тут вовсю развлекаются. Давайте чуть-чуть на них посмотрим. Ну и последним этапом, ой, поздравляет, да, Флора поздравляет Доминика. Давай загадаем желание. С днем рождения тебя, дорогой, с днем рождения. Это сын моего любимого персонажа из Апокалипсиса, сын Давидика. И сейчас Флора подарит ему подарочек. Она купила самую дорогую книгу, которую только нашла. Вот, Доминик, это для тебя. Она очень сильно старалась. Нет, мне кажется, не понравилось. Но, хотя, наверное, да, я особо не замечала его читающим, поэтому это ошибочка. Ошибочка вышла с подарком. И вот мои целый день веселились, отмечали, гости уже разошлись, а мои еще не ели. Поэтому сейчас они съедят этот вкусный тортик. Его, кстати, готовила Флора, она готовила его сама, это не покупной, это ручная работа. И у Доминика тоже будет сюрприз. А вот и сам сюрприз от Доминика. Он хочет сделать ей предложение. Я не могу. У них все отлично, да? У них все хорошо. Она согласилась. И я, кстати, здесь увидела такую штуку. Сейчас я ее поищу. Было заняться в уху в небе. Я такое еще не видела ни у кого и не пробовала, поэтому хочу на это посмотреть. Так. Ой, ну, красивое, конечно, сердечко. Это мило, это очень мило. Тогда что, считаем, что день рождения прошел успешно, а завтра опять на работу. Будем копить деньги на свадьбу. Свадьбы здесь дорогие. И вы посмотрите на этого прекрасного мужчину. У него выросли усы, поэтому нам нужно срочно сбрить вот всю эту густоту. Время уже среда, 5 утра, они выспались, позавтракали, и за предыдущие дни вы сейчас будете в шоке, но у нас уже почти 50 тысяч. Напомню, что у нас цель челленджа — это иметь вот наличными 50 тысяч и в целом заработать 200. А мы уже заработали 167, поэтому, как вот я и говорила, да, сам процесс продаж я вам уже не показываю, это у нас все на потоке, он делает скульптуры, продает их, потом опять делает скульптуры, продает их, и, скорее всего, да, мы с вами завершим этот челлендж в этой серии. А у моих тут новая полезная привычка. Они с утра, пока не жарко, вместе вот катаются на велосипеде и заодно прокачивают фитнес. Фитнес им нужен, потому что я хочу им сделать свадьбу на лоте, которая находится в другом районе. А по правилам, которые я сама же и написала, для того, чтобы выезжать в другой регион этого города, им нужен фитнес на 6. Ну и плюс для них это тоже полезно.
А Флора? Флора, кстати, теперь работает в нашем магазинчике. Она стала учиться играть на скрипке и таким образом развлекает клиентов. Они теперь вместе стараются достигнуть вершины жизненной цели, и это как раз будут деньги им на свадьбу, потому что, как я и сказала, свадьбы сейчас дорогие, они хотят арендовать целый парк, нанять профессионального шеф-повара, поэтому они стараются, а мы, друзья, мы с вами готовимся к заключительному дню, потому что у нас уже выполнена одна из целей челленджа, мы накопили наличными 50 тысяч симолеонов. Чтобы выполнить вторую цель, осталось заработать всего 12 тысяч. Поэтому сегодня мы это сделаем, потому что Доминик у меня вчера трудился и сделал очень много скульптур. И еще из важного, у нас магазин теперь 5 звезд. Нам дали еще целых 3 очка бонуса. И давайте посмотрим, что мы можем на них купить. И все, да, получается, здесь мы тоже достигли максимума. Мы апнули наш магазин до 5 звезд. Это не было целью моего челленджа, но это вот все случилось как раз вовремя. Та-дам! У нас выполнена жизненная цель, и я выполнила цели челленджа. Челлендж официально завершен. И сейчас Доминик вот здесь приготовит зелье, потому что к нему зашел сосед, а он болеет. Поэтому Доминик хочет ему помочь и готовит для него лекарство. Вот как раз этот сосед. Сейчас мы ему дадим таблеточку. Эта болезнь нас преследовала первые несколько месяцев, когда мы сюда приехали. Поэтому мы ее прекрасно знаем, как ее лечить. И параллельно вам показываю, что у Доминика прокачан навык на 6. И у Флоры тоже навык фитнеса прокачан. Так, ну что, ты вылечился? Да, мы помогли нашему соседу. И тогда мои сейчас пойдут поспят, а завтра у них будет свадьба. Свадьба у нас будет проходить в другом районе города, где мои еще не были. Они пригласили сюда только близких друзей. Они арендовали целый парк, пригласили сюда только близких друзей, наняли кейтеринг, обслуживающий персонал, бармена, диджея. И я, наверное, уже не буду здесь все комментировать, скажу только, что не все здесь пройдет гладко, опять нам не хватит времени. Повар, которого мы наняли, готовил не очень вкусную еду и приготовил для моих очень маленький свадебный торт. Они расстроились, они правда очень расстроились. И еще он устроил нам пожар. Но ничего из этого не испортило нам настроение, потому что Доминик и Флора молодые, счастливые, они к этому относятся спокойно и вообще они думают, что скоро они поедут отдыхать в медовый месяц. Давайте будем смотреть на их свадьбу. А так как этот челлендж завершен, я хочу вас спросить, будем ли мы делать еще какой-нибудь маленький челлендж, потому что основной на канале у меня, конечно же, это апокалипсис, но мне периодически, знаете, нужно вот на что-то переключаться, так как в Апике мы живем в пустыне, у нас там загрязненный воздух, а вот такая красивая жизнь нам светит там еще не скоро. Поэтому я решила сделать вот этот челлендж, чтобы хотя бы порадовать свои глаза. Ну и ваши тоже, надеюсь. И вот, я засматриваюсь на несколько новых челленджей. Одни из них — это игра одним персонажем, и, естественно, это опять выживание. Я очень люблю все вот эти вот мучения персонажей, когда ты с нуля пытаешься построить себе богатый дом или выжить где-то на пустом участке, поэтому я такое люблю. И еще мне понравились варианты, это типа реалити-шоу, но там нужно много персонажей, и поэтому у меня к вам будет несколько вопросов. Напишите ваше мнение в комментариях. Первый вопрос – это будем ли мы вообще проходить еще какие-то мини-челленджи, или я останавливаюсь на апокалипсисе и снимаю только его.
Дальше, если мини-челленджи интересны, то что сделать следующим? Выживание или реалити-шоу? У меня есть несколько вариантов, я вам сделаю голосование, какой будем играть. И если вы выберете реалити-шоу, то готовы ли вы будете сделать для них своих персонажей? Потому что, я так много красивых не умею делать, скачивать просто чужих мне неинтересно. А если это будет ваши персонажи, мне кажется, и мне будет это более удобно, и вам будет интереснее смотреть такое. Поэтому вот, очень жду ваше мнение, я к нему прислушиваюсь. И напоследок хочу сказать всем большое спасибо за просмотр, за то, что ставите лайки и оставляете комментарии. Меня это очень сильно радует и мотивирует. Спасибо еще раз за внимание. А те, кто не видел мой челлендж Апокалипсиса, присоединяйтесь. Все, всем пока-пока. Жду вас в челлендже Апокалипсис.